Манипуляция сексом. Ты управляешь инстинктом или инстинкт управляет тобой? Безусловно, тема заставляет трепетать девичьи умы. Это ведь мужчины падки на секс, мы, женщины, не такие. Нами сложно манипулировать животными инстинктами. Но инстинкт здесь ключевое слово. Знаменитый нейролог Пол Маклин в результате 25-летних исследований доказал, что в рептильной части мозга прописаны реакции наших инстинктов, которыми управлять способен далеко не каждый. И признайся сама себе, что любишь секс не меньше мужчин, а может даже и больше. С той лишь разницей, что мужчина не зацикливается на партнерше. Самец полигамен. Мы же моногамны. И потому из-за инстинкта склонны приписывать чувство любви к партнеру, прикрывая истинную причину – сексуальную зависимость. Нам партнера менять нельзя, а тут лучший секс в жизни. Конечно, это любовь. Поэтому инстинкт размножения является устойчивой сценой для игры манипулятора. В современном мире, где информация на любую тему стала общедоступной, появилась целая труппа мальчишей-плохишей, профессионально играющих на нашем сексуальном влечении. С чего начинается манипуляция сексом и какие способы наиболее часто применяются к жертве? Соблазнение – это обязательная часть игры. Без нее достигнуть результата не получится. Манипулятор искусно соблазняет жертву, полностью подстраиваясь под ее идеальный сценарий сексуальных фантазий и темперамент. Если вам импонирует идея романтической первой ночи в бликах свечей и долгие ласки, вы получите это. Если вы жаждете экстремального секса в общественных местах, вам дадут его. А если девичье сердце замирает при просмотре сцен 50 оттенков серого, это станет реальностью. Вам нужен секс каждый день, 2 раза в неделю, раз в месяц, не проблема. Смысл в том, что он продемонстрирует качество любовника вашей мечты. Задача манипулятора – стать лучшим любовником в вашей жизни. А профессиональный соблазнитель пустит в ход дополнительные приемы. Якорение музыкой, прикосновением, словами во время секса станет обязательной составляющей поведения. Для чего все это? Секс – это способ управления, и он должен стать лучшим в жизни жертвы. И вот когда вы прониклись вашими жаркими ночами, наступает время манипуляции. Напомню, манипуляция – это скрытый психологический прием, цель которого – получить ресурс жертвы, ничего не отдавая взамен. Если вам кто-то скажет, он же спал с тобой, помните, что вы тоже спали с ним. Переходим к стадии манипуляции. Метод первый. Секс как способ поощрения. Все очень просто. Ведете себя хорошо – секс будет, плохо – не будет. Манипулятор просит вас помочь ему в решении какого-то вопроса или задачи. Вы не реагируете, секса не будет. И когда вы спросите, что случилось, вам ответят: все хорошо, просто не хочется. И как только не хочется достигнет рубежа максимального разрыва между актами любви, скажем, в неделю, вы начнете анализировать и искать причину резкого охлаждения. Вы вспомните о его просьбе и вашем бездействии. Решите, на что он обиделся, непременно исправите ситуацию. И самое важное, что как только вас поймают на этот крючок, такой сценарий станет постоянным в вашей жизни. Метод второй. Секс как способ понижения самооценки. Вариаций этого метода несколько. Первый, самый частый – сравнение с бывшей. С помощью такого способа можно заставить жертву сделать многое. Ложное эго часто заставляют женщину стараться быть лучшей. Такое желание – явный сигнал о комплексе неполноценности. Второй способ – это втягивание женщины в игры, неведомые ей до этого. Групповой секс, свингер-вечеринки и БДСМ, и еще сотни вариаций сексуального фетишизма. Как только вы откажетесь, вас обзовут синим чулком и женщиной из каменного века. И, может быть, вспомнят бывшую, которая легко шла на подобные эксперименты. И после долгих терзаний, скорее всего, вы решите сделать то, чего не хотите. И ваш шаг станет причиной для манипуляции в 2 направлениях. Способ якорения и напоминание о том, что вы с ним пережили этот опыт. И причиной, почему он не готов на вас жениться. Ты слишком развратная, чтобы стать моей женой. И когда вы напомните, что он был инициатором содеянного, вам скажут, что это была проверка. Играть на подобном опыте манипулятор может по-разному, от понижения самооценки до шантажа. Кроме того, напомню, что подобное решение вы можете принимать исключительно по собственному желанию. Потому что такой сексуальный опыт, приобретенный, чтобы не обидеть партнера, способен нанести психике непоправимый вред, который часто заканчивается госпитализацией. Метод манипуляции третий.
Внушение во время секса. Знаете ли вы, что во время оргазма ваше бессознательное полностью открыто, и в него можно запустить любую программу? Скажем, когда вы испытываете оргазм, и партнер шепчет: «Ты будешь делать все, что я скажу», или «Ты принадлежишь мне», «Ты любишь меня». Как в анекдоте про шубу, только у нас наоборот. «Подари мне телефон» и другие варианты нужного действия манипулятору. Вы не заметите, как начнете думать, а затем действовать согласно сказанного. А если он еще попросил вас подтвердить предложенное им, то скорость усвоения программы увеличится в разы. Поэтому не стоит впускать в постель тех, кому вы не доверяете. И если слышите подобные беседы, скажите себе: нет, это не так, хотя бы мысленно, а лучше вслух. Метод 4. Секс как способ расставания. Такой способ манипуляции наиболее часто используют манипуляторы хард. С чего все начинается? Скорее всего, вы пережили до этого несколько видов манипуляций. Но в тот момент, когда манипулятор принимает решение расстаться и не может это сделать по собственной инициативе в силу разных причин, его родители, ваши бизнес-связи, его финансовая зависимость от вас и так далее. То есть ему крайне важно, чтобы решение приняли вы, а если еще и с глубоким чувством вины, то это вообще наилучший итог. Однажды он перестает с вами заниматься сексом. Не на неделю и 2, а больше месяца. Вначале вы пытаетесь выяснить причину резкого изменения темперамента. В ответ вы услышите: «Я устал, не доел, переел, не выспался. Завтра рано вставать, сегодня поздно ложиться, голова болит, нос не дышит, тяжесть в желудке, сердце быстро стучит, луна не в той фазе, кровать маленькая, диван большой». И еще 1000 вариаций. Вначале вы будете верить в его бред, ведь явных причин для полного охлаждения нет. Ни скандалов, ни упреков. Потом начнете истерично скупать белье, заниматься спортом, менять цвет волос, отбеливать зубы, ходить в солярий и многое другое. Когда придет понимание, что любимый не реагирует, в голову закрадется мысль о том, что появилась другая. И скажу я вам, что такая мысль верная. Потому что нормальный мужчина нуждается в сексе, и причины его отсутствия 2 – любовница или импотенция. А вы знаете, что он здоров, помня страстные ночи любви? У вас начинаются приступы ревности, проверка мобильного, бесконечные звонки и, возможно, слежка. Он же постоянно говорит, что устал от вашей шизофрении и так жить больше не может. Это та точка, когда он уходит сам, выставляя вас сумасшедшей женщиной. Либо игра переходит в новый виток. Наступает момент, когда вы понимаете, что у него действительно никого нет. И это становится самым большим ударом по самолюбию. Потому что приходит осознание, что он не хочет вас. Обычно такое происходит от 3 месяцев воздержания и более. Вы живете как брат и сестра, и его это устраивает. И в какой-то момент, чтобы не сойти с ума и хоть как-то поднять свою самооценку, женщина изменяет. И здесь начинается последняя часть спектакля. Обиженный игрок гордо уходит со сцены от неверной. По итогу вы чувствуете свою вину, он свободен и радуется жизни. Причем доказанный факт измены не принципиален, достаточно переписки или вашего флирта с другим в разговоре. Женщины, помните, что нормальный мужчина никогда себя так не поведет. И если он больше не хочет женщину, он попытается исправить ситуацию или расстанется, но не станет убивать ваше женское начало таким способом. Добавлю, что такой сценарий крайне травматичен для женской психики, и часто реабилитация занимает годы. Будьте бдительны и берегите себя. Смотрите более подробное видео на эту тему по ссылке в описании. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.